Так, здравствуйте. Вчера мы начали изучать английский с помощью адаптированных рассказов, выложенных на YouTube-канале Learn English Through Story. Мы начали с самого простого уровня, level 0, начальный уровень для тех, кто еще только начинает изучение английского языка или все уже успешно позабыл. Значит, вчера мы в таких, может быть, демонстрационных целях успели пролистать несколько страниц вот этой книги Police TV. На самом деле мы прошли только очень маленькую часть вот этого вот рассказа. Сегодня, я думаю, мы могли бы разобрать этот текст полностью. Для этого мы сейчас будем его слушать, повторять за диктором слова и переводить их. Я буду давать какие-то, может быть, комментарии. Думаю, это может быть полезно для тех, кто изучает, потому что в этом случае вам придется намного меньше переключаться на переводчик и писать многократно одно, второе, третье незнакомые слова. Кроме того, я буду давать определенные комментарии. Но, в общем, повторим еще один раз те выводы, которые мы сделали вчера, те рекомендации, которые прозвучали ранее. Лучше всего изучать английский в данном случае так. Вы сначала прослушиваете полностью весь этот рассказ на английском языке. Вашей целью первый раз, когда вы слушаете этот рассказ, не является сразу же все понять. Вам не нужно сразу детально все перевести. Вам не нужно останавливать этот рассказ и переслушивать их снова и снова. Что вам нужно в первый раз? В первый раз желательно понять идею, о чем этот текст вообще. То есть без каких-то конкретных деталей в целом понять, о чем будет идти рассказ. И вам желательно послушать немножко мелодию, интонацию, звучание английских слов, которые произносит диктор, для того, чтобы второй раз, когда мы более детально будем проходить по тексту, как-то легче вычленять из произнесенного текста отдельные слова, легче воспринимать эти слова на слух и легче повторять вслед за диктором снова и снова вот эти предложения, слова, многие из которых для вас еще пока не знакомы. То есть первый раз он такой подготовительный, он немножко взрыхляет почву вашего мозга, настраивает его на то, чтобы начинать изучать английский язык. А второй раз он более детальный. Хорошо. Давайте начнем, в общем, читать этот текст. Значит, называется книга Police TV. Полицейское телевидение, что ли, в таком духе. Chapter 1. The Jogger. Chapter 1. The Jogger. Chapter 1. Глава 1. The Jogger. Бегун. Dan and Sue are police officers in London. Dan and Sue are police officers in London. Dan and Sue – полицейские офицеры в Лондоне, или просто полицейские. Dan и Sue пишем с большой буквы. В данном случае Dan – это мужчина, Sue – это женщина. Вот рисунок это иллюстрирует. Dan и Sue – полицейские в Лондоне. It is a Tuesday morning and Dan is angry. It is a Tuesday morning and Dan is angry. It is a Tuesday morning. Сейчас утро вторника. Morning, Tuesday. Или просто вторник, утро. Dan is angry. Dan злой. What's the matter, Dan? Sue asks. What's the matter, Dan? Sue asks. Что происходит, Дэн? Что случилось, Дэн? Sue asks. Напарники. Напарница спрашивает своего партнера. What's the matter, Dan? Что произошло, Дэн? Look at this, Dan says. Look at this, Dan says. Посмотри на это, говорит Дэн. Every day someone steals money from people near the shops. Every day someone steals money from people near the shops. Каждый день кто-то ворует деньги у людей возле магазинов.
We must stop this. We must stop this. Мы обязаны это прекратить. Мы должны прекратить это. Yes, of course, Sue says. Yes, of course, Sue says. Да, конечно, говорит Sue. But who is it? But who is it? Кто это? There is a jogger, Dan says. There is a jogger, Dan says. Есть бегун, говорит Дэн. В общем, тут понятно, что Дэн начинает размышлять. Он не утверждает сейчас, что бегун является тем человеком, который ворует деньги, но у него появилось подозрение именно в этом. Значит, there is a jogger. Есть бегун, говорит Дэн. Every day he runs near the shops. Каждый день он бегает возле магазинов. Every day he runs near the shops. Sometimes he runs into people. Sometimes he runs into people. Иногда, sometimes, he runs into people. Run – это бегать, но runs into – это врезаться, влетать как бы в людей. Sometimes he runs into people. Иногда он сталкивается с людьми. Perhaps he steals the money. Perhaps he steals the money. Perhaps – это возможно. He steals the money. Он ворует деньги. Вот, может быть, он ворует деньги. Okay, Sue says. Окей, ладно, говорит Sue. Let's go to the shops. Perhaps we can see this jogger. Let's go to the shops. Давай пойдем к магазинам. Perhaps we can see this jogger. Возможно, мы сможем увидеть этого бегуна. They sit upstairs in a window over the shops. They sit upstairs in a window over the shops. Upstairs переводится как наверху по лестнице. Вверху лестницы. Sit – это сидеть. Значит, они сидят наверху лестницы и на window. По-русски, если буквально переводить, и на window будет в окне. Мы, наверное, переведем более корректно и художественно, как они уселись, получается. Они сидят вверху по лестнице у окна. Over the shops. Over – это приставка, говорит о том, что над переводится, над магазинами. Они, получается, сидят у окна над магазинами. Вот, рисунок это иллюстрирует. Забрались повыше и смотрят, что там происходит. Dan has a radio. Dan has radio. У Дэна есть рация. Радио, мы понимаем, это рация. У Дэна рация. They watch the people in the street. They watch the people in the street. Они наблюдают за людьми на улице. Они смотрят на людей на улице. Но опять же, in the street, в улице. Если переводить буквально, то получится они смотрят на людей в улице. То есть не всегда получается англичане и русские люди одинаково употребляют предлоги. Иногда они говорят in, мы говорим на. Они говорят на, мы говорим in, в и так далее. Хорошо. Look, Sue says. There's the jogger. Look, Sue says. There's the jogger. Смотри, говорит Сью. И еще с восклицательным знаком. То есть он обращает внимание своего напарника. Смотри, говорит Сью. There's the jogger. Вот там jogger, бегун. Вон бегун. The young man runs into an old woman and she falls down. The young man runs into an old woman and she falls down. Молодой человек runs into, сталкивается с пожилой женщиной, и она падает. Падает вниз. Falls down. The jogger puts his hand on the old woman's arm. The jogger puts his hand on the old woman's arm. Довольно длинное предложение. Если вам не знакомы многие слова, придется попереводить, или осмыслить, о чем идет речь. Так, вот смотрите, здесь если так переводить, идет речь о том, что the jogger puts his hand. Джоггер, бегун, кладет его руку, и помещает его руку on the old woman's arm, на руку пожилой женщины. Значит, бегун кладет его руку на руку пожилой женщины. Мы видим вообще тут слово arm, а тут слово hand.
Иногда на русский язык мы переводим именно так, что джогер кладет его руку на руку пожилой женщины. Но используются здесь два разных слова. Вообще рука это слово arm. Arm это плечо, предплечье, кисть, пальцы и так далее. А hand это больше как просто ладонь. То есть, правильнее перевести будет так, что бегун кладет свою ладонь, дотрагивается, получается, на руку пожилой женщины. То есть бегун дотрагивается до пожилой женщины. I'm sorry, he says. I'm sorry, he says. I'm sorry переводится как я извиняюсь, мне жаль. То есть он просит как бы прощения, он дотрагивается до нее и говорит, извините. Can I help you? Here's your bag. Can I help you? Here's your bag. Могу помочь вам? Вот ваша сумочка. Then a young woman shouts at him. Then a young woman shouts at him. Затем молодая женщина кричит на него. Don't run here, she says. Don't run here, she says. Не бегай здесь, прекрати бегать здесь, говорит она. It's dangerous. Go away. It's dangerous, go away. Это опасно, иди прочь. The young man runs away. The young man runs away. Молодой человек убегает прочь. Dan talks in his radio. Dan talks in his radio. Dan говорит по рации. То есть Dan наблюдает сверху в окно за происходящим. И в тот момент, когда молодой человек убегает прочь, после вот этой ситуации со столкновением, Дэн говорит что-то в его радио. Dan talks in his radio. Quick, stop him. He's running up North Street. Quick, stop him. He's running up North Street. То есть Дэн передает в рацию быстро, остановите его. Quick, stop him. He's running up North Street. Он передает информацию своим напарникам. Он бежит вверх по Северной улице. A police car stops the young man in North Street. A police car stops the young man in North Street. Полицейская машина останавливает молодого человека на Северной улице. То есть получили указания и остановили. Are you okay now? Sue asks the old woman. Are you okay now? Sue asks the old woman. А вы в порядке сейчас? Спрашивает Сью пожилую женщину. То есть Сью, напарница Дэна, спустилась вниз, подошла к той женщине, которую недавно сбил вот этот бегун, и спрашивает у нее сейчас, в порядке ли она. Yes, thank you. Where is that nice young woman? Yes, thank you. Да, спасибо. Where is that nice young woman? Где эта приятная молодая женщина? Nice переводится как и красивый, и приятный, и прекрасный. Да, спасибо. Где эта приятная молодая женщина? I can't see her now. I can't see her now. Я не могу ее сейчас видеть, то есть я не вижу ее. Напомню, молодая женщина – та девушка, которая закричала на бегуна, что ты тут делаешь, это же опасно, иди прочь отсюда. Ну вот пожилая женщина сейчас словами благодарности, наверное, говорит, а где же эта молодая женщина, что-то я ее сейчас не вижу. Have you got all your money? Sue asks. Have you got all your money? Sue asks. У вас все ваши деньги? You have got. Вы имеете или у вас есть. А вопрос звучит have you got. У вас все ваши деньги? То есть все ваши деньги на месте? Sue asks, спрашивает Сью. The old woman looks in her bag. The old woman looks in her bag. Пожилая женщина смотрит в ее сумочку. No, I haven't. My money's in my purse. No, I haven't. То есть она отрицание произносит. То есть она говорит, нет, my money is in my purse. Мои деньги в моем кошельке. My money is in my purse. Кстати, деньги в английском языке это единственное число. Поэтому здесь стоит апостроф, буквочка S, что является сокращением от my money is in my purse. Когда мы говорим слово is, то мы говорим про что-то, находящееся в единственном числе.
А по-русски мы бы сказали «мои деньги», имея в виду множественное число. «Мои деньги в моей сумочке». И обычно учащимся, тот, кто изучает английский язык, хочется перевести «my money are in my purse». То есть «мои деньги в моем кошельке», используя «are». То есть это тот предлог, который используется с существительными в множественном числе. Это так, отвлечение. But my purse isn't here. But my purse isn't here. Но мой кошелек не здесь, нету моего кошелька. То есть вот женщина что ответила. No, I haven't. My money is in my purse, but my purse isn't here. Нет, мои деньги в кошельке, а кошелька нету. Okay, Sue, Dan says. Okay, Sue, Dan says. Ладно, Sue, говорит Dan. Let's talk to the jogger. Let's talk to the jogger. Давай-ка поговорим с бегуном. То есть бегуна остановила полицейская машина, когда он бежал вверх по Северной улице. И вот сейчас полицейские, узнав, что у женщины пожилой, который сбил этот бегун, исчез кошелек, решили поговорить с этим бегуном. Who are you? Sue asks the young man. Who are you? Sue asks the young man. Мы стараемся повторить интонацию того, точно так же, как произносит диктор. Значит, who are you? Sue asks the young man. Кто вы? Сью спрашивает молодого человека. То есть пошел опрос. My name's Peter Jones. My name's Peter Jones. Меня зовут Питер Джонс. Why? Who are you? Why? Who are you? Why вообще переводится как почему? Ну, что за предложение? Почему? В данном случае, наверное, корректно перевести на русский язык как в чем дело? Что вы от меня хотите? Who are you? Кто вы? То есть он ответил, что его имя Питер Джонс, my name is Peter Jones. А дальше спрашивает, в чем дело? А вы кто такие? We're police officers. We police officers, мы полицейские. Why do you go running past the shops every day? Why do you go running past the shops every day? Почему вы бегаете вдоль магазинов каждый день? Мимо магазинов? Почему пробегаете мимо магазинов каждый день? Полицейский ведет опрос. Why not? I like running. Why not? I like running. А почему бы и нет? Я люблю бегать, отвечает Питер. Okay, Dan says. Let's look for the money. Ладно, говорит Дэн, давай посмотрим, поищем деньги или там, что там насчет денег. Okay, Dan says, let's look for the money. What money? Peter Jones asks. What money? Peter Jones asks. Какие деньги? Спрашивает Питер Джонс. О каких деньгах вообще речь идет? What are you talking about? What are you talking about? О чем вы вообще говорите? What are you talking about? I never take money with me when I run. I never take money with me when I run. Я никогда не беру деньги с собой, когда я бегаю. То есть Питер Джонс здесь показывает полное непонимание ситуации и почему его вообще здесь остановили. Что от него вообще сейчас хотят. What money? Peter Jones asks. Какие деньги? What are you talking about? О чем вы говорите? I never take money with me when I run. Я никогда не беру деньги с собой, когда я бегаю. Dan looks for the money, but he cannot find any. Dan looks for the money, but he cannot find any. Дэн, обыскивает в отношении денег, смотрит, ищет деньги, но не может найти никаких. Can I go now? Peter Jones asks. Can I go now? Peter Jones asks. Я могу сейчас идти? Спрашивает Питер Джонс. Okay, Dan says angrily. But don't come back. Okay, Dan says angrily, but don't come back. Ладно, говорит злобно Дэн. Говорит Дэн обозленно. But don't come back. То есть версия полицейских провалилась. Они остановили бегуна, обыскали этого бегуна, опросили его, но в отношении его ничего конкретно не могут предпринять. Нет у него денег с собой, и он показывает полное непонимание сложившейся ситуации, что от него хотят вообще. Итак, Дэн говорит, ладно, but don't come back, но не возвращайтесь назад. Why not? Peter asks angrily.
Why not? Peter asks angrily. Why not? А почему это? Я не должен возвращаться назад. Почему бы и нет? Спрашивает Питер и тоже уже angry. Angry это, обозленно, то есть уже на нервах. На нервах Дэн сказал, ладно, можешь типа идти, но не возвращайся назад. И сейчас точно так же на нервах Питер отвечает, а что-то я не могу возвращаться назад. I live here, А я живу здесь. and I'm not doing anything wrong. And I'm not doing anything wrong. Я не делаю ничего дурного. Я тут живу, я не делаю ничего He дурного. runs away. И он убегает прочь. What do we do now? Sue asks. What do we do now? Sue asks. Что мы делаем сейчас? Что нам сейчас делать? Говорит Сью. Where is the old woman's money and her purse? Где деньги пожилой женщины и ее кошелек? То есть это Сью думает, что же им делать дальше? Как им искать кошелек этой пожилой женщины? I don't know, says Dan. Somebody has it, but who? Somebody has it, but who? Somebody. Кто-то. Кто-то имеет его. То есть у кого-то находится этот кошелек. Но у кого? Непонятно. Chapter 2. TV. Chapter 2. TV. Глава 2. TV, это телевидение. В данном случае, забегая немножко вперед, мы должны будем перевести не как телевидение, TV, а как наблюдение, видеокамера, телевизор такой. Dan and Sue go back to the shops. Dan and Sue go back to the shops. Dan и Sue идут обратно к магазину. То есть они разговаривали только что, получается, с этим бегуном, которого остановили на Северной улице. И сейчас, поговорив с ним, не найдя ничего, они возвращаются обратно к магазину. I don't understand, Dan says. I don't understand, Dan says. Я не понимаю, говорит Дэн. The jogger hasn't got the money, so we must look for someone different. The jogger hasn't got the money, so we must look for someone different. The jogger, бегун не имел денег, у бегуна нету денег. So это значит поэтому, как в данном случае, we must look for someone different. Поэтому мы обязаны искать кого-то другого. Мы должны посмотреть на кого-то другого. Someone different. Look, Sue says. Look, Sue says. Смотри, говорит Сью. There's a TV camera over that shop door. There's a TV camera over that shop door. Там телевизионная камера над дверью магазина. Over это над. There's это там. Короче, Сью заметила телевизионную камеру, которая находится над дверью магазина. Perhaps that can help us. Perhaps that can help us. Возможно, это может нам помочь. То есть у полицейского, у детектива появляется мысль. Они увидели камеру, что, возможно, пересмотрев записи, забегая вперед, записи с этой видеокамеры, можно было бы понять, что произошло. Найти какие-то зацепки. They go into the shop and watch the video. They go into the shop and watch the video. Они идут в магазин и просматривают видео. Look, Sue says. Look, Sue says. Смотри, говорит Сью. There's the old woman. She's getting money from the bank and putting it into her purse. There's the old woman. Там пожилая женщина. То есть они просматривают сейчас рисунок. Они просматривают сейчас видеозаписи с камеры и видят о том, что вот та пожилая женщина, которую сбил этот человек, она she's getting money from the bank. Она получает деньги в банке. And putting it into her purse. И ложит их деньги в ее кошелек. Now she's putting the purse into the bag. Now she's putting the purse into the bag. То есть вот она взяла деньги в банке, положила деньги в ее кошелек. And now, сейчас, she's putting the purse into the bag. И сейчас она кладет кошелек в сумочку. Stop the video there, says Dan. Stop the video there, says Dan. Останови видео здесь, говорит Dan.
Now, look carefully. Is anybody watching her? Now, look carefully. Сейчас смотри внимательно. Look carefully. Is anybody watching her? Кто-то за ней наблюдает. То есть полицейский внимательно пересматривает снова и снова запись с видеокамеры и пытается понять полностью, оценить всю ситуацию, которая там происходит. То есть, There are a lot of people in the street, Sue says. There are a lot of people in the street, Sue says. На улице много людей, говорит Sue. Но здесь вот есть оборот. A lot of. A lot of означает много, множество. There are. То есть там много людей на улице, в улице. Если буквально переводить. Говорит Sue. I'm not sure. I'm not sure, не уверен. Is it that man with the long hair? Is it that man with long hair? Этот ли человек с длинными волосами? Perhaps, says Dan. Perhaps, says Dan. Возможно, говорит Dan. Let's go on. What happens next? Let's go on. What happens next? Let's переводится как давай, go on. Ну, вот эти два слова означают давай продолжим. Давай, будем идти дальше. Кстати, вот, если вспомните эту песенку Show must go on. Шоу должно продолжаться, шоу должно идти. Let's go on. Короче, давай дальше идем. Что происходит дальше? What happens next? They watch the video. The jogger runs into the old lady. They watch the video. Они смотрят видео, они просматривают видео, and the jogger runs into the lady. Бегун сбивает женщину. He stops and helps her. She shouts at him and he runs away. Кстати, диктор произносит немножко не так, как написано в тексте. Он говорит she shouts at him and he runs away. Тут слово he не написано. Мы поймем. He stops and helps her. He в данном случае имеется в виду the jogger, бегун. Он останавливается и помогает ей, то есть пожилой женщине. She shouts at him and runs away. Там не она кричала, не пожилая женщина, а молодая женщина кричала на него. Короче, на него кричат, и he runs away. Он убегает прочь. То есть вот они пересматривают. Then a lot of people come and help the old lady. Then a lot of people come and help the old lady. Опять же, a lot of – это множество. Then – это затем. Затем множество людей come подходят и помогают пожилой женщине. Then a lot of people come and help the old lady. Look, Sue says. The long-haired man has her arm. Look, Sue says. The long-haired man has her arm. Смотри, говорит Sue. The long-haired – такое словосочетание. Long – это длинное, haired – это волосяной. Длинноволосый, короче, вот здесь он говорит. Длинноволосый человек has her arm, держит ее руку. Правильно переводится. Удерживает ее руку. У него ее рука. Короче, смотри. Это не смотрит видеокамера. Вот этот бегун длинноволосый, он держит руку женщины. Yes, but that woman has her bag, Dan says. Yes, but that woman has her bag, Dan says. Да, но эта женщина имеет ее сумку. То есть у этой женщины ее сумка, говорит Dan. То есть они обратили внимание, получается, молодой человек сбил пожилую женщину, теперь держит ее за руку, обращается к ней, говорит о том, что давайте я вам помогу и так далее. А сумочка этой пожилой женщины находится в данном случае в руках у женщины какой-то молодой. What's she doing with it? What she's doing with it. Что она делает с нею? Oh, I can't see. I can see. Да, но я не могу увидеть. Тут видно, что, наверное, не все попадает в объектив камеры. There's a man in front of her. There's a man in front of her.
There's a man, там человек, мужчина, in front of her, перед ней, in front, спереди of her. То есть молодой человек закрыл. Listen, I have an idea, Dan says. Listen, I have an idea, Dan says. Слушай, у меня есть идея, говорит Dan. I have an idea, у меня есть идея. You go to the bank tomorrow and take some money out. You go to the bank tomorrow and take some money out. Ты идешь в банк завтра и забираешь какое-то количество денег. Take out, получается. Take some money out. Out – это наружу, ну, как бы вовне. То есть, ну, это такой словарный оборот в данном случае. Take some money out – это как извлечь какие-то деньги из банка. Ну, получается, себе в кошелек забрать. Вернуть часть денег, получается. Why is that a good idea? Sue asks. Why is that a good idea? Sue asks. Почему это хорошая идея? Спрашивает Сью. То есть вот Дэн предложил, короче, у меня есть идея, ты завтра идешь в банк и забираешь какие-то деньги оттуда. Why is that a good idea? А почему это хорошая идея? Спрашивает Сью. Because we can watch you, Dan answers. Because we can watch you, Dan answers. Потому что мы можем наблюдать за тобой, отвечает Дэн. Get a lot of money from the bank and let everybody in the street see it. Get a lot of money from the bank and let everybody in the street see it. Get, возьми, забери a lot of, много денег в банке. Ну, забери, короче, кучу денег в банке. And let everybody, и пусть каждый, пусть все in the street see it, на улице увидят это. Вообще, забери побольше денег, и пусть каждый это увидит. Дай понять. Take a radio too, so you can talk to me. Take a radio too, so you can talk to me. Возьми рацию также, ну, чтобы можно было со мной поговорить, так чтобы ты могла поговорить со мной. Okay, Sue says. Okay, Sue says. Хорошо, ладно. We can do that tomorrow morning then. We can do that tomorrow morning then. Мы можем сделать это завтра утром тогда, в таком случае. Chapter 3. Help me. Quick. Chapter 3. Help me. Quick. Глава 3. Помогите мне. Быстро. Next day, Sue goes to the bank. Next day, Sue goes to the bank. На следующий день Сью пошла в банк. Или не пошла, идет в банк. Следующий день Сью идет в банк. Dan is watching with another policeman, Jim. Dan is watching with another policeman, Jim. Дэн наблюдает вместе с другим полицейским, Джимом. То есть, получается, она сейчас будет демонстрационно забирать деньги в банке, а Дэн и Джим, они будут снаружи, как бы со стороны наблюдать за этой картиной, смотря, как развивается событие. They have radios. They have radios, у них у всех есть рации. I'm getting the money now, Sue says. I'm getting the money now, Sue says. То есть, я получаю деньги сейчас, говорит Сью. Ну, вероятно, она говорит это внутрь своей рации, по рации. То есть передает своим напарникам о том, что она вот получает деньги. That's good, Sue, Dan says on his radio. That's good, Sue, Dan says on his radio. Вероятно, ведь правильно было написано. Ну, это хорошо, that's good, Sue. Дэн говорит по его рации. Now let everybody see it. Now let everybody see it. Сейчас дай каждому, дай всем возможность увидеть это. Sue drops some money near her feet. Sue drops some money near her feet. Сью роняет. Drop это падать, ронять, как бросать. Сью роняет some money. То есть не все, а сам это какое-то количество, какую-то порцию. Сью роняет деньги, какое-то количество денег near her feet, рядом с ее ступнями, ногами. People in the street look at her. People in the street look at her. Люди
на улице, смотрит на нее. Ну, конечно, интересная картина. Look, there's the man with the long hair, Jim says. Look, there's a man with the long hair, Jim says. Смотри, вот там мужчина с длинными волосами, говорит Джим. То есть еще один напарник, получается. Внимательно смотрят картину и увидели своего подозреваемого мужчину с длинными волосами. Ну, наверное, того бегуна. He's picking up the money. Shall I arrest him? He's picking up the money. Он поднимает деньги. Picking up. Pick up. Это поднять или подобрать, или подхватить. Как-то так переводится. Он, получается, подбирает деньги. Shall I arrest him? Мне нужно арестовать его? Должен я его арестовать? No. Wait, Dan says. No. Wait. Нет. Подожди, говорит Дэн. Watch. Смотри. The man picks up the money and gives it to Sue. The man picks up the money and gives it to Sue. Человек подбирает деньги и gives it to Sue, и отдает их Сью. То есть он их не забирает, он их не крадет, он, получается, помогает их подобрать. Here you are, he says. That's Here you are, he says. Вот вам. Как бы, вот оно ваше, говорит он. a lot of money. Be careful. That's a lot of money. Be careful. Тут куча денег. Будь внимательна. То есть человек помог подобрать эти все деньги, отдал их девушке, то есть нашей замаскированной полицейской, и говорит о том, что будьте внимательны, аккуратно как-то совершать. Thanks, Sue says. Thanks, Sue says. Спасибо, говорит Сью. That's okay. That's okay. The man smiles and walks away. The man smiles and walks away. Человек улыбается и уходит прочь. Have you got all the money, Sue? Dan asks by radio. Have you got all the money, Sue? Dan asks by radio. Мы уже знакомы с этим предложением, с этим вопросом. А тогда Сью спрашивала у пожилой женщины, have you got all the money? Все деньги на месте? У тебя все деньги, Сью? Дэн спрашивает по рации. Yes, it's all here, Sue says. Yes, it's all here, Sue says. Да, они все на месте. What can I do now? What can I do now? Ну, что я могу сейчас сделать? Ну, то есть они провели эту операцию. Она получила деньги, она роняет эти деньги, привлекает внимание всей общественности, кто-то помогает ей деньги собрать. Ну и что же делать дальше? What can I do now? Buy some things in the shops and then walk slowly down the street, Dan says. Buy some things in the shops and then walk slowly down the street, Dan says. Купи какие-то вещи, купи троху вещей в магазинах и затем иди медленно down the street, вниз по улице, говорит Dan. То есть, получается, получила Сью следующее указание, что она должна сделать. Забрала деньги в банке, сейчас купит демонстративно какое-то количество товаров в магазинах и будет медленно идти по улице. We're watching you. Мы наблюдаем за тобой, мы следим за тобой. Sue buys some apples, milk and bread. Sue buys some apples, milk and bread. Сью покупает какое-то количество яблоков, молоко и хлеб. Then she walks slowly down the street. Then she walks slowly down the street. Затем она идет медленно вниз по улице. Dan and Jim watch her go. Dan and Jim watch her go. Dan and Jim наблюдают за ее походкой, за ее прогулкой. То есть на некотором расстоянии, получается, ведут ее. Is anybody following me? Sue asks. Is anybody following me? Following me? Sue asks. Кто-то за мной следует? Спрашивает Сью. То есть по рации они переговариваются. No, Dan says. Нет, говорит Дэн. There's a woman with a baby. That's all. There's a woman with a baby. That's all.
Есть женщина с маленьким ребенком. Ну и это все. That's all. Вот мы тут на картинке видим, что идет наша женщина, вслед за ней колясочка катит какая-то женщина. Больше никто за ней не идет. Это наши все. Don't follow me, Sue says into the radio. Don't follow me, Sue says into the radio. Не следуйте за мной, не идите за мной, говорит Сью по рации. Nobody must see you. Nobody must see you. Никто не должен вас видеть. Ну, то есть, получается, за Сью идут на некотором расстоянии полицейские Джим и Дэн, и вот эта вот женщина, и больше никого. Она говорит, что не надо за мной идти, чтобы не привлекать, наверное, внимание. I'm turning right into Smith Street. I'm turning right into Smith Street. I'm turning right. Я поворачиваю направо. Ну, то есть present continuous время. В данный момент, получается, Сью по рации передает им информацию, что ну вот я иду, поворачиваю направо на улицу Смита. Now I'm turning left into Peg Lane. Сейчас я поворачиваю влево, into Peg Lane, ну, другая улица. Сейчас я поворачиваю налево, и она сообщает название улиц, куда она поворачивает. The woman with the baby is following me. The woman with the baby is following me. Женщина с ребенком следует за мной. I'm turning right into Dale Avenue. I'm turning right into Dale Avenue. Я поворачиваю направо на авеню Дейла. Не знаю точно, как это переводится. Короче, она шагает влево, вправо, вправо, влево и сообщает о том, что женщина с ребенком следует за ним. Are there lots of people about? Are lots of people about? Dan asks. Много людей вокруг, рядом? Спрашивает Дэн. Dan asks. No, it's very quiet. Nothing is happening. No, it's very quiet. Nothing is happening. Нет, очень спокойно. Ничего не происходит. Dan and Jim wait. Then Sue shouts, Dan and Jim wait. Dan and Jim ожидают. Then Sue shouts. Потом Сью кричит. Be careful! Oh, help me! Quick! Help! Be careful. Oh, help me. Quick, help. Будь внимательным. Будь внимателен. Внимательно. Аккуратно. Помогите мне. Быстро. Помогите. The jogger, Peter Jones, runs into Sue and she falls over. The jogger, Peter Jones, runs into Sue and she falls over. Бегун, Питер Джонс, runs into, сбивает Сью and she falls over. Ну и она падает. Ну и over, падает на что-то. There are apples, milk and bread everywhere. There are apples, milk and bread everywhere. Яблоки, молоко, хлеб находятся повсюду. Ну, то есть разлетелись от удара, от столкновения. I'm sorry, says the man. I'm sorry, says the man. Извините. Мне жаль, говорит мужчина. Let me help you. Let me help you. Позвольте мне вам помочь. The woman takes Sue's arm. The woman takes Sue's arm. Женщина берет Сью за руку. Ну, имеется в виду, наверное, та женщина, которая с маленьким ребенком на коляске. Are you okay? Are you okay? She asks. Вы в порядке, спрашивает. Go away, she shouts at the man. Go away, she shouts at the man. И ступай прочь, иди отсюда. Она кричит на мужчину. But he sees the radio in Sue's pocket. But he sees the radio in Sue's pocket. Но он видит рацию в кармане Сью. Ситуация получается. Мужчина сбивает нашего полицейского. Они вместе с женщиной, которая следовала за ним, обращаются к ней. Мы вам можем помочь. Ну и мужчина замечает рацию. What's this? He asks. What is?
What's this? He asks. Что это? Он спрашивает. A police radio? Give me the money, quick! A police radio? Полицейская рация? Отдай мне деньги. Give me the money, quick. Отдай мне деньги, быстро. He takes the money and runs. He takes the money and runs. Он берет деньги, забирает деньги и бежит. Убегает. The woman wants to run after him, but Sue holds her. The woman wants to run after him, but Sue holds her. Женщина хочет побежать за ним, но Sue holds her, удерживает ее, вот как бы останавливает. Stop, she says. I'm a police officer. You must stay here. Stop, she says. I'm a police officer. You must stay here. Stop, говорит она, то есть Sue. Я полицейский офицер, детектив, наверное. Вы должны стоять здесь. Вы должны оставаться здесь. But why? The woman asks. I want to help you. But why? The woman asks. I want to help you. Ну почему? Спрашивает женщина. Я хочу вам помочь. That man has your money. I haven't got it. That man has your money. Этот человек, этот мужчина, у него ваши деньги. I haven't got it. У меня их нету. Is he your friend? Sue asks. Is he your friend? Sue asks. Он ваш друг? Спрашивает Сью. То есть у меня появилось подозрение. Постоянно, получается, эта молодая женщина сопровождает этого бегуна. В данном случае тоже. Бегун убежал с ее деньгами, но Сью не позволяет молодой женщине оказывать типа ей помощь, бежать вслед за ним. Is he your friend? Sue asks. Он ваш друг? Where does he live? Where does he live? Где он живет? I don't know, the woman says. I don't know, the woman says. Я не знаю, говорит женщина. I don't know him. Я не знаю его. I don't know him. Who are you? Sue asks. Who are you? Sue asks. А кто вы? Спрашивает Сью. Where do you live? Where do you live? Где вы живете? Linda. Linda Wilkes. I live at 14 Old Street. Linda Wilkes. I live, я живу на старой улице, дом 14. Вообще англичане, они сначала ставят номер дома, а потом уже название улицы. У нас обычно наоборот, сначала улица, потом номер дома. Linda Wilkes. I live at 14 Old Street. Сообщи, где она живет, как ее зовут.